Ребята, и снова всем привет! Сегодня мы наконец-то с вами разберемся раз и навсегда, как полировать автомобиль. Специально для вас я нашел черный цвет, так как он является одним из самых сложных в полировке. Разберемся, как полировать после покраски с применением абразива, то есть наждачки, и как полировать автомобиль повседневно. Обо всем по порядку. Поехали! А для этого нам потребуются полировальные пасты 3М под номером 1 09374, под номером 2 51815, под номером 3 09376 и под номером 4 503 83. Полировальный круг средней жесткости, о чем свидетельствует его оранжевый цвет. Полировальный круг черного цвета – это мягкий круг. Микрофибра, обратите внимание, она должна быть без швов, иначе она будет царапать ваш лак. Малярный скотч, неважно какой марки, наждачная бумага 1200-1500, диаметр 150 в моем случае, так как машинка у меня 150. И так называемый тризак, градации 3000. Еще часто используют 6000, но я его не использую. Заклеиваем границы соседних элементов, иначе даже малейшее касание круга с полиролью может повредить лакокрасочное покрытие соседнего элемента. Также не допускаем контакта полироли с пластиковыми элементами, иначе мы его повредим. Появится белое пятно, которое отмыть будет невозможно и придется перекрашивать. Берем антисиликон либо обезжирку и удаляем битумные черкаши и масляные пятна со всех элементов, которые будем полировать. На капоте я продемонстрирую, как отполировать деталь после покраски. То есть мы подровняем шагрень и пылинки наждаком, а потом отполируем пастами. Первую наждачку, которую я буду использовать, это 1200 на мягкой подложке. Шагрень полностью я не спиливаю, а где-то процентов на 90. Главное не делать резких движений, так как можно наделать много глубоких царапин. И аккуратнее с кантиками. Я, как правило, 1 см до них не дохожу. Микрофиброй я удаляю остатки пыли, чтобы контролировать глубину спиливания лака. Также микрофиброй я удаляю пыль с самого круга. На весь капот у меня потребовался один круг 1200 наждачки. Второй этап выравнивания поверхности лака будет с использованием воды, иначе наждак будет забиваться. Капот проливаем обильным количеством воды и шлифуем все это дело наждачной бумагой 1500. Влагу с деталей я удаляю силиконовым скребком и тем самым контролирую глубину спиливания лака. На этом этапе лак я выровнял процентов на 95 и потратил 2 круга 1500 наждачки. Последний наждак, который мы будем использовать, это тризак 3000. Тоже поверхность смачиваем обильным количеством воды и без резких телодвижений аккуратно выравниваем лак до необходимых показателей. На этом выравнивание лака закончено. Как вы можете заметить, поверхность уже и так неплохо отражает свет. Следующий этап – это непосредственно сама полировка. И первую пасту, которую мы будем использовать, она у меня под номером 1, 74. Точный номер ее 09374.
Так как она с абразивом, ее перед использованием необходимо перемешать тщательно. Круг я использую средней жесткости. Если бы я выбрал жесткий круг, он белого цвета, то и процесс полировки бы ускорился, но и риск протереть лак повысился. А войлочный круг вообще на 30% ускоряет процесс полировки, ну и соответственно риск повышается тоже. Важное наблюдение. Лак очень важно хорошо прогреть, чтобы он был горячий, но не обжигал руку. Поэтому очень важно хорошо прижимать, иначе эффекта не будет. С этой полиролью я работаю один раз, нанес ее и выработал до того момента, когда поверхность перестанет быть жирной. Потом прохожу желтой микрофиброй и двигаюсь дальше. Капот делю на 6-8 участков, все зависит из-за размера капота, и потихоньку передвигаюсь с одного края к другому. Примерно вот так вот выглядит поверхность, когда я нанес эту полироль и выработал ее один раз. Если нанести ее повторно и пройтись ей еще, то будет результат еще лучше. Но для этого у меня есть следующая полироль. Полировальный круг при необходимости я чищу обычной жесткой щеткой. Следующую полироль, которую я буду использовать под номером 2, это 51815 3М. Эта полироль работает по тому же принципу, что и работала предыдущая полироль. Все как положено. Прижимаем, нагреваем поверхность, но вы должны знать, эта полироль должна убрать все риски, которые у вас остались от предыдущей полироли и от зачистки наждачкой. Если не получится идеально выровнять поверхность с первого раза, то можно нанести повторно эту полироль и пройтись еще раз. И перед следующей полиролью наш круг средней жесткости мы меняем на мягкий. Следующая полироль под номером 3 09376. Много ее не требуется, сильно прижимать круг к поверхности не нужно. Капот такой можно пройти в 2-3 захода. Полируем до того момента, пока поверхность перестанет быть жирной. Ну и четвертую пасту голубого цвета, ее номер 50383, мы наносим и вырабатываем как предыдущую. Она является антиголограммной. Без нее полировка автомобиля будет незаконченной, особенно темные цвета. И на примере передних крыльев я покажу, как убрать паутинку на лаке только одними пастами. Как правило, паутинки эти появляются от неправильной мойки и сушки автомобиля. Ну и чтобы не тратить ни ваше, ни наше время, здесь все гораздо проще. Ту первую полироль, которую мы использовали на капоте, мы просто вычеркиваем. И сразу начинаем со второй полироли, которая именуется так: 518-15. Вторая полироль 09376 и третья антиголограммная полироль 503-83. Все точно так же, как и предыдущие полироли. Если кто не понял, перемотайте и пересмотрите еще.